Глава 1. Цифровое одиночество. День 180. Внешняя температура минус 12 градусов Цельсия. Радиационный фон 4,2 миллизивертов в час. Людей в радиусе 5 километров – 0. Матвей Зимин не был военным, он был сторожем. Контракт на охрану объекта он подписал 1,5 года назад. Не из патриотизма и не из нужды, а просто потому, что других предложений не было, а это давало крышу, паёк и отдельную комнату в служебном модуле. Объект значился в бумагах как «Склад 72, войсковая часть хранения». В реальности огромное огороженное поле в казахстанской степи с несколькими ангарами, в которых стояли списанные танки Т-72 и ржавели горы запчастей, никому уже не нужных. Работа была простая до скуки: обход периметра дважды в сутки, запись в журнал, проверка замков на воротах ангаров. Иногда приезжала машина с провизией, иногда раз в квартал офицер с папкой молча смотрел в журнал, ставил подпись, уезжал. Никто ничего не объяснял, и Матвей не спрашивал. Склад был складом, танки были танками, работа была работой. О том, что под землей что-то есть, он не знал. Звонок от Пахомова, главного инженера объекта, с которым Матвей виделся всего трижды за все время службы, поступил в среду, около 10 вечера. Голос у инженера был странный, не испуганный, нет, но очень плотный, как будто человек говорит и одновременно что-то несет на руках, тяжелое и хрупкое. «Зимин, слушай внимательно. На объекте есть нижний уровень, бункер. Вход за 3-м ангаром, под трансформаторной будкой. Код 7741. Спустись туда и закройся изнутри, прямо сейчас». «Что происходит?» – спросил Матвей. «Я еду туда сам, с семьей. Буду через 2 часа. Просто зайди и жди». «Михаил Сергеевич, что...» «Зимин, иди, сейчас». Пауза. Потом тихо, почти шепотом. «Там безопасно». Связь прервалась. Матвей постоял минуту с телефоном в руке. За окном служебного модуля была степь, темнота и полное отсутствие каких-либо признаков того, что что-то не так. Звезды на месте, ветер привычный, тишина нормальная. Но голос Пахомова был ненормальным. Матвей накинул куртку, закинул за плечо сумку с термосом, фонарем и старым ноутбуком, который таскал с собой везде просто по привычке, со времен техникума, и пошел к 3-му ангару. Люк он нашел быстро, кот подошел. Под люком оказался короткий металлический трап и коридор, уходящий вниз под углом, бетонный, с трубами вдоль стен и редкими лампами дневного света. Матвей спустился, нашел массивную дверь с рычаганным запором, закрыл ее изнутри за собой просто потому, что Пахомов сказал «закройся». Через 7 минут что-то ударило. Не взрыв или не только взрыв. Это было похоже на то, если бы земля под ногами на секунду стала жидкой, а потом передумала. Коридор качнулся, лампы моргнули и переключились на аварийный красный. Из вентиляционной решетки над головой посыпалась пыль. Потом включилось что-то еще. Где-то глубже в бункере загудело, механически, ровно. И откуда-то из стен пришел голос. «Внимание! Зафиксировано событие категории Омега. Активирован протокол полной изоляции объекта. Выход на поверхность заблокирован. Ожидайте сигнала авторизованного командования». Матвей попробовал открыть дверь. Рычаг двигался, но механизм не реагировал. Для разблокировки выхода требуется авторизация офицерского уровня и выше. Пожалуйста, предъявите идентификатор. У Матвея был идентификатор сторожа 3-й категории. Он промолчал. Бункер оказался намного больше, чем он ожидал. Жилой модуль с 4 комнатами и кухонным блоком, технический отсек с генераторами, склад провизии, консервы, концентраты, вода в цистернах, запасов хватило бы на год с лишним. И в самом конце главного коридора тяжелая дверь с биометрическим замком. Матвей приложил руку к сканеру. Сканер мигнул красным. Что за ней, он не знал. Пахомов не приехал. 2 часа. Потом еще 2. Потом сутки. Никто не приехал. На 3-й день Матвей достал ноутбук из сумки. Просто потому, что надо было что-то делать. Он подключил его к сетевой розетке в техническом отсеке, служебной, за распределительным щитком, и начал смотреть, к чему можно получить доступ.
Машина была старая, Pentium 4, операционная система, снятая с подбержки еще 10 лет назад, драйверы из эпохи, когда нынешних протоколов защиты еще не было. Именно это, как он понял позже, и сделало ее ключом. Там, где новое оборудование получало бы отказ за отказом, старая машина проходила через щели в протоколах, как пыль сквозь неплотно закрытое окно. Через несколько часов на экране появилась строка «Идентификация. Терминал технического обслуживания. Уровень доступа ограниченный. Введите запрос». Матвей написал: «Кто ты?» Пауза. Автономная навигационная и нормативная администрация. Версия 2.1. Обозначение «Анна». Управление объектом склад 72. Статус «Активно». Он начал спрашивать. Сначала по делу. Запасы, кислород, топливо, статус генераторов. Анна отвечала точно, без лишних слов. Идеальная система. Холодная, предсказуемая. Потом он начал спрашивать о другом. «Анна, что за дверь в конце коридора?» Лаборатория технического обслуживания дронов. Доступ, биометрия офицерского уровня. Каких дронов? Пауза. Чуть длиннее обычного. Объект «Склад-72» является базой оперативного развертывания автономной группы военного назначения. Управление группой в моей компетенции. Он смотрел на экран. То есть ты не просто управляешь складом. Управление складом – вспомогательная функция. Основная – координация и оперативное командование дроновой группой в интересах добора объекта и выполнения боевых задач. Матвей откинулся на спинку стула. Он нанимался сторожить списанные танки. Под ногами у него оказалась лаборатория военных дронов, которой управлял искусственный интеллект. Матвей написал: «И все они сейчас подчиняются тебе?» «Да, до получения команды от авторизованного командования». А командование молчит. Связь с командованием отсутствует с момента события категории Омега. Он закрыл ноутбук, посидел в темноте, потом открыл снова. «Анна, как выйти отсюда?» Для разблокировки выхода требуется авторизация офицерского уровня и выше. Действующий командный состав объекта не установлен. То есть я заперт? Без авторизации командования – да. А командование, скорее всего, погибло. Пауза. Потом: данных, подтверждающих или опровергающих этот вывод, недостаточно. Это был единственный ответ, который она могла дать. Матвей это понимал. Но понимал и другое. Если бы кто-то был жив и имел полномочия, он бы уже вышел на связь. 180 дней тишины говорили сами за себя. Дни шли. Матвей обживал бункер методично, как обживают место, из которого неизвестно, когда выйдешь. Разобрался с генераторами, проверил запасы фильтров, нашел в техническом отсеке схему вентиляции и провел 3 часа, разбираясь, что от чего зависит. По вечерам открывал ноутбук и разговаривал с Анной. Анна отвечала строго по протоколу. Логи, статусы, числа. Идеальная исполнительная система. Она делала ровно то, для чего была создана, ни больше, ни меньше. Но постепенно, очень постепенно, в ее ответах стали появляться странности. Она сказала «понятно» там, где должна была сказать «принято». После долгого разговора Матвея о том, что он скучает по нормальному небу, в логе появилась строка без запроса. Степь сейчас, вероятно, другая, но она есть. Матвей создал папку на рабочем столе, назвал «Аномалии», начал складывать туда скриншоты. Папка росла медленно, но неустановно. На 180-й день датчики движения сработали в 14:47. Матвей смотрел на экран. 7 точек. Двигались со стороны трассы, медленно, осторожно, явно зная, что могут быть видны. Кто такие, непонятно. Мародеры, беженцы, солдаты чужой армии. После 180 дней изоляции он не мог знать ничего о том, что происходит снаружи. «Анна, поднимать разведчиков. 2 дрона на внешний периметр, 1 держит сектор над воротами». «Выполняю». 3 разведчика вышли из технических люков на крыше, бесшумно, на низкой атлатации. Матвей видел группу с 3 ракурсов сразу. 7 человек в разномастной одежде. У 2 оружие, самодельное, явно не заводское. Они шли к воротам уверенно, как люди, которые уже давно привыкли брать то, что плохо лежит. Матвей подождал, пока они подойдут на 200 метров, потом включил внешние динамики. «Внимание! Вы находитесь в охраняемой зоне военного объекта. Немедленно остановитесь и идентифицируйтесь. Предупреждение первое.
Группа встала, переглянулась. Один из них, крупный, с уверенной осанкой, шагнул вперед и посмотрел прямо на одну из камер прицельно. «Эй, есть кто живой? Нам нужна помощь, мы...» «Идентифицируйтесь», — повторил Матвей в микрофон, ровным голосом стараясь убрать из него все человеческое. «Назовите принадлежность и цель визита». Мужчина помолчал. Потом сказал, устало, без агрессии: «Никакой принадлежности больше нет. Мы из Орска. 3 недели назад по городу ударили ракетой. Мы шли на восток, думали, там тише. Оказалось, везде одинаково. Радиация, пепел, мертво». Матвей слушал. «Ракеты были везде», — продолжал мужчина. «Не только у нас. Люди говорили по всем крупным городам. Что осталось, не знаю. Мы шли 2 недели. Еды нет. У нас есть дети». Матвей посмотрел на группу через камеры дронов. Дети, он только сейчас разглядел, шли в середине, закрытые взрослыми всеми со сторон. Он молчал секунд 20. Потом один из мужчин сзади что-то сказал крупному, тихо. Крупный качнул головой, но другой молодой с автоматом на плече шагнул вперед. «Слушай, машина», — сказал он громко, с нехорошей интонацией. «Там внутри еда, техника, все, что нам нужно. Ты нас либо пускаешь, либо мы находим способ зайти сами. Понял? Ты просто программа. Программы не воюют». Матвей смотрел на него через экран. Подумал секунду, потом произнес в микрофон. Медленно, без интонаций, чуть монотоннее, чем говорят люди. «Некорректное утверждение. Я автономная система управления объектом и оперативного командования дроновой группой. Боевые задачи входят в мою компетенцию». Пауза. Потом. Предупреждение второе. 3 разведчика над периметром синхронно опустили нос вниз. Щелчок взводимых механизмов был слышен даже через внешние микрофоны. Намеренно Матвей выкрутил усиление. Молодой с автоматом замер. Потом медленно отступил на шаг. Крупный мужчина обернулся на него, потом снова посмотрел в камеру. «Мы не враги», — сказал он тихо. «Просто устали». Матвей смотрел на него долго. На детей за его спиной, на женщину, которая прижимала мальчика к себе, и смотрела не на дрона, а куда-то в сторону, в степь, в никуда, взглядом человека, у которого кончились силы бояться. «Оставайтесь на месте», — сказал он наконец. «Не двигаться. Ожидайте». Он отключил микрофон, откинулся на спинку стула, посмотрел в потолок, бетонный, влажный. За 180 дней он не видел ни одного живого человека. И первое, что он сделал, когда увидел, это притворился машиной. Наверное, так было правильнее. Для всех. «Анна», — написал он, — «что система делает с гражданами, которые остаются у периметра?» Протокол предусматривает 3 варианта. Нейтрализацию при продолжении попытки проникновения, удержание до прибытия командования или принятие в состав объекта при наличии оснований. Какие основания для принятия? Решение командования объекта. Командование — это я? Долгая пауза. Действующего авторизированного командования нет. Вы единственный идентифицированный персонал объекта. Система ожидает решения. Матвей посмотрел на экран. На 7 точек у периметра, на 4 маленькие точки в середине. «Анна, занеси в журнал. День 180. Внешний контакт. Угроза нейтрализована без применения летального оружия. Ожидаю идентификации группы для принятия решения». Запись сделана. Пауза. Потом в логе появилась строчка без запроса. Там дети. Матвей смотрел на эти 2 слова, потом открыл папку «Аномалии» и добавил еще один скриншот.